Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим беспроводные наушники с костной проводимостью от компании Blackwave. Модель называется AirBuds 10 Pro. И сейчас на них идет акция. Эти наушники можно купить за $30 или 2000 рублей. Упакованы наушники в такую минималистичную коробку небольшого размера. На лицевой части здесь изображены сами наушники с названием модели. Но сзади указаны некоторые характеристики наушников. За звук здесь отвечает один динамический драйвер, большой, 16,2 мм. У наушников есть влагозащита IP68, IP69. Это защита от пота и воды. И у них также имеется поддержка Bluetooth 5.2. И воспроизводят музыку они до 6,5 часов на одной зарядке. И сразу скажу, что наушники работают как на Android, так и на iOS устройствах без каких-либо проблем. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Ну и первое, что нас здесь встречает, это вот такой кабель USB Type-C для зарядки кейса наушников. И здесь имеется достаточно большая инструкция по использованию, подключению и настройке наушников. Здесь также есть русский язык. Но здесь нас встречает такой довольно приятный пластиковый кейс для зарядки наушников. Весит он всего лишь 61 грамм. Вот так открывается, и здесь находятся сами наушники. Вот так они выглядят, имеют такой же цвет, темно-серый, как у кейса. Они довольно легкие и весят всего 10 грамм. Поверхность у них очень гладкая и тактильно приятная. У них имеется такая довольно яркая индикация красного цвета. Здесь загорается лампочка, которая показывает нам, что наушники подключились и готовы к подключению к вашему устройству. У них также установлен микрофон. У обоих наушников находится вот он здесь. И здесь также имеется два довольно больших акустических отверстия, расположенные вот здесь и на внутренней части наушника, где также указан левый и правый канал соответственно. Ну и здесь имеется контактная база для зарядки наушников. А управление наушников осуществляется за счет установленного сенсора вот здесь на внешней части. И давайте сейчас я подключу их к смартфону и по-быстрому пройдемся по жестам управления. Ну а коннектятся наушники к смартфону очень быстро. Просто открывайте кейс и включайте Bluetooth. Вот я уже подключился. В настройках можно поставить качество воспроизведения, кодек AAC. И у нас также показывается уровень заряда. В моем случае это 100% сейчас. И давайте покажу, как работают здесь жесты. Включаем музыку. Нажатие одно на правом наушнике повышает громкость на одно деление. На левом наушнике мы понижаем громкость. Тоже на одно деление. Два нажатия открывает голосового помощника на правом наушнике. А два нажатия на левом наушнике делает паузу. И также воспроизведение. У них также есть режим одного уха, когда вы пользуетесь только одним наушником, левым или правым. Жесты работают точно так же, просто вы будете касаться только один наушник. Но я думаю, вам больше всего интересно, как же обстоят дела с посадкой и эргономикой у этих наушников. И на самом деле я был очень удивлен, так как здесь все в полном порядке. У них такая форма в виде крюка, поэтому цепляются они за уши очень надежно, и через пару минут вы забываете про них. Я тестировал их и при занятии спортом, и при беге, и просто в целом для тренировок. Это, наверное, буквально лучший доступный вариант из костных наушников сейчас. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, а именно к звучанию этих костных наушников. Вот так выглядит график их АЧХ. И я на самом деле не знаю, насколько он точный,
Все-таки это костная проводимость, и замерить ее, мне кажется, не так просто, как обычные внутриканальные наушники. Но в целом, на удивление, на мой слух, они соответствуют этому графику. Сразу чувствуется, что наушники не нейтральные. Они довольно прозрачные в области средних частот и более яркие в области верхней середины для усиления и придания разборчивости вокальной части. Но давайте обо всем по порядку. Думаю, наверняка вам интересно, как же здесь обстоят дела с басом. Но сразу скажу, что здесь вам не будет такого огромного количества баса и давления от него, как во внутриканальных и уж тем более полноразмерных наушниках. Особенно это касается не очень акцентированного саббаса, так как весь основной упор низких частот сделан на мидбас и на кик. Мидбасовая область здесь ощущается более выраженной и с большим акцентом на себе. Порадовала меня на удивление достаточная глубина и хорошая масса, и довольно правильный контроль без утечек в среднюю часть диапазона. Да и что касаемо текстуры, то на удивление, даже в таком вот форм-факторе, да, бас не звучит монотонно. Он имеет достаточно правильную текстуру и довольно хорошо слышимые различные насыщения сатурацией и эффекты дисторшена. Для костных наушников, я думаю, это очень хороший результат. Но что касаемо средних частот, то здесь прямо очень хорошо поработали над этим диапазоном, и это буквально их визитная карточка. Имеется и хорошее ощущение прозрачности и воздушности, которую порой не встретить даже во внутриканальных наушниках. Поэтому в этих наушниках я уже спокойно могу слушать вокальную музыку и более оркестровую и инструментальную, где совершенно не возникает ощущения зажатости и закрытости этого диапазона. Все звучит достаточно раздельно и тембрально правильно. И несмотря на то, что графики, здесь имеется довольно такой большой подъем, начинающийся на 2 кГц относительно баса, он действительно вырывается немного вперед и дает больше ясности и акцента шипящим в вокале. Но это будет больше заметно, если вы будете слушать эти наушники почти на максимальной громкости. Тогда да, он может немного дать о себе знать. В остальных же случаях сохраняется достаточно нейтрально и приятное подчеркивание ударных с правильно отработанными транзиентами. Ну а теперь поговорим о высоких частотах. У Blackview Airbass 10 Pro здесь заметен довольно хороший и правильный подход к этой области. Ощущается этот диапазон, конечно, как такая более светлая, но в меру аккуратная подача, без лишних сибилянтов. С довольно высоким разрешением и детализацией на хай-хетах и крэшах. Для костной проводимости это действительно крутой и выдающийся результат, так как здесь достаточно хорошо слышны все детали и послезвучия, и они никуда не теряются даже в перегруженных тяжелых треках. А что касаемо техничности, то эти наушники довольно хорошо сохранили ее и даже неплохо так подойдут для рока и более тяжелой музыки, так как воспроизводят они ее довольно уверенно и никуда не прячут детали от вас. Ну а сцена и визуализация в наушниках Blackview Airbass 10 Pro очень сильно меня удивила, так как это костные наушники, по сути у них нет никаких ограничений ни в ширину, ни в глубину. Строят все образы они очень раздельно и широко. Буквально все звуки выходят из головы. Для меня это было прямо новым ощущением и таким открытием. Раньше я такого не испытывал. И мне было действительно интересно попробовать в этом плане костные наушники. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Airbuds 10 Pro меня буквально удивили. Это мои первые костные наушники. Я до этого никогда не пользовался чем-то подобным. Здесь вам и хорошее качество сборки, и удобство в использовании. И все это в дополнении с достаточно хорошим звучанием в этом форм-факторе. И я считаю, что этот продукт стоит того, чтобы попробовать открыть для себя что-то новое. Тем более сейчас он по скидке стоит действительно недорого. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами как всегда был IC Genius. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. Пока.